Всем привет! Сегодня покажу фантастический чизкейк из 3 слоев начинки. Для песочной основы диаметром 23 см взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром 4 минуты. Затем добавляем желтки и взбиваем еще 3 минутки. В отдельной емкости смешиваем муку, соль и разрыхлитель. Сухие компоненты добавляем в масляно-яичную смесь в 2 подхода и замешиваем тесто. Долго его месить не нужно, так как долгий замес вредит структуре песочной основы. Достаточно теста просто собрать в один комок. В итоге получаем мягкое, не липнущее к рукам тесто. Его нужно разделить на 2 равные части, положить их в пакет и оставить полежать в холодильнике около 1 часа. Заметьте, что когда его делим на 2 части, тесто должно рваться, а не тянуться. Через час достаем тесто и начинаем формовать основу. Меньшая часть теста пойдет на дно, а большая на бока. Основу лучше печь в форме без дна, а вместо дна пергамент. У меня высокое кольцо, поэтому не очень удобно формовать. Поэтому я обвела кольцо и дно делала уже без него. Бока должны быть высотой 5,5 см. Тут я хочу отметить, что на видео я делала первый вариант чизкейка, и там высота бортиков была 4,5, из-за чего потом не хватило места для всех начинок, но были определенные проблемы. Когда я сделала второй вариант чизкейка, который, к сожалению, я не смогла заснять, то там бортики уже были 5,5 см и более тонкие, что лучше сказалось на внешнем виде изделия. Толщина теста около 6 мм, но следите за тем, чтобы стык дна и боков был как можно тоньше. Его нужно хорошенько придавить пальцем, как видно на видео. Выпекать при 175 градусах Цельсия 30 минут. Первые 15 минут выпекать с грузом. У меня это разные виды круп и гороха в пергаменте. Затем убрать груз и допекать уже до золотистого цвета. После остывания достать корж и поместить его на сервировочное блюдо. Далее внутрь по кругу отсаживаем соленую карамель 300 грамм. Ссылку на ее изготовление оставлю в описании. Для изготовления основной начинки нужно замочить желатин и оставить его набухать в холодильнике. Пока желатин набухает, взбиваем сливки минут 5, чтобы они загустели. Осторожно, не перевзбейте их, чтобы не получилось масло. В другой емкости недолго взбиваем творожный сыр и сгущенку, чтобы получилась однородная пышная масса, которая держит форму. Теперь к творожному сыру добавляем взбитые сливки частями по 3-5 столовых ложек, перемешивая миксером после каждой такой добавки. Также на этом этапе я добавила ваниль. Набухший желатин нужно растопить в микроволновой печи. Это можно сделать короткими импульсами по 15 секунд, чтобы не перегреть. Вылить желатин и хорошо перемешать миксером. Полученную массу заливаем в песочную основу поверх карамели, разравниваем поверхность и отправляем в холодильник на 6 часов. Через 6 часов приготовим шоколадный ганаш, которым покроем верх чизкейка. Для этого нагреем сливки до момента, как начнет появляться пар над ними, и закинем туда белый шоколад, чтобы он расплавился. Хорошо перемешаем, чтобы смесь стала однородной.
Выливаем ганаш наверх чизкейка, а на ганаш сверху размещаем украшения по желанию. У меня это ягоды. Даем чизкейку постоять в холодильнике еще 2 часа и можно кушать.